в Украине все, что осталось от всех, все к нам. Но это тоже классно. Да, на английском. Но сейчас я с вами говорю на русском. На суржике. Хорошо, у меня смесь украинского и русского. А иногда английский выплевываются. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто» в нашем прекрасном мире. И наша задача научиться это видеть, чувствовать и понимать. Я сегодня хотел рассмотреть с вами такие мысли, которые индивидуальные мои, которые присутствуют в моей жизни, и поговорить о нашей Земле. Наша Земля очень прекрасная, разносторонняя, великолепная. Все страны обалденные, эксклюзивные, со своими языками, своими традициями, культурой. И это делает нашу Землю разносторонней и интересной к проживанию на ней. Своего рода это первый путь, первый шаг знакомства сознания человека с будущими мирами. Потому что во Вселенной мы не одни, даже в этом измерении, а за другие то вообще говорить нечего, там очень много всего. Но что такое отдельные культуры? Отдельные культуры – это люди, как развиваются, быт, традиции, язык, на котором они общаются. А что такое инопланетяне? Это также другой быт, другая культура, другое понимание, другое мышление, очень отличающиеся от наших поступков, занятий, творчества. Для чего нам надо на Земле каждому прийти к осознанности? В первую очередь, человек должен научиться принимать людей хотя бы на Земле. Соседних стран, соседних культур и так далее. Но при этом не слушая кого-либо, а слушая себя. Это условие осознанности. Ты не должен слушать никакого лидера. Он не умнее тебя, поверь. Не умнее тебя. Если он выполняет эту роль, это не значит, что он лучше тебя, что он важнее, и что он добился в жизни большего, и знает большего. И внутренний мир у него прекраснее, чем у тебя. Нет. Это всего лишь мода. Это модно. Это деньги, это власть. Что касается нашего внутреннего мира, мы должны научиться принимать всех людей на планете Земля, без исключения. Не противиться им, а принимать как уникальную возможность соприкоснуться с другой цивилизацией, с другой культурой, с другими традициями. Ни одна культура планете не важнее, чем другая. Ни одна. Нам для этого дали специально язык. Каждому народу. И это не останавливается, это продолжается деление. Как в Библии сказано. «И разъединю я народы, и дам каждому свой язык, своего пастыря». Для чего это делается? Чтобы человек каждый внутри себя в итоге все равно понял, что он все равно единый со всеми.
Ни языки, ни кожа, ни цвет, ни религии, ни ничто не должно нас разъединять. Мы должны быть едины. Но лучший ученик Творца – Цео. Его задача разъединять, истравливать. Это правильно. Это, так сказать, упражнение для души. Вы не ослышались. Это правильно. Вас искушают, а вы должны не поддаваться. Когда вы стали уже взрослой, назовем это душой, созревшей, вас никто не сможет разделить, натравить или сказать, что это враг. Никто. Никакая сила не может вас заставить это сделать. Вы выросли, вы больше не ребенок. Вы понимаете, что все сделаны из кожи плоти, что у всех есть свои интересы, свои религии, традиции, и все равно хотят быть в счастье. Неважно, откуда ты, из какой планеты, на каком языке ты говоришь. Это нас готовят хотя бы на Земле. Вы понимаете, что на Земле люди в своей массе еще не научились жить мирно. Какие другие планеты? Другие планеты будут даваться, когда будет правительство уже в осознанности, образованное. Но в данный период у нас на Земле, у нас еще дети. И это, естественно, можно понять и увидеть. Осознанный человек это все прекрасно видит. Вы же не забывайте, когда я говорил осознанный человек, это когда у человека на руках козыря, если играть в карты. И все самые большие. Это у каждого осознанного человека или просветленного. Но просветленный это вообще the top, the high. И для чего нам надо осознанность в жизни? Чтобы мы больше не поддерживали никаких политиков, никаких религиоведов, никаких пастырей. Задача моя объяснить, что вы должны проснуться все сами в себе. Как ни парадоксально. В скобках. Да, вы должны проснуться сами в себе. Вы должны начать работать сами над собой. Что значит работать? Работать, не осуждая никого, ничего и нигде, и никак. Даже того политика, за которого я говорю, я его не осуждаю, я просто констатирую факт. Я принял эту игру, я в нее играю. Я его не осуждаю. Потому что все такие. 95% населения Земли. Дети прекрасные. Прекрасные, подчеркну. На стадии своего развития. Вы понимаете, что вас могут до сих пор стравливать по языковому барьеру. Вы не представляете, какой это низкий урок для сущности, для вашей, для души. Вас могут натравить на другого человека и сказать, вот он говорит на таком языке, он нам не подходит. Всем хорошего дня, настроения. Подписываемся, ставим лайк, и мы будем рассматривать жизнь с разных ее точек и находить общий, наилучший знаменатель для наших душ и для нашего существования на планете Земля. Всех люблю, уважаю. Хорошего настроения. Подписываемся, полетим индивидуально. Не хочется, чтобы ты говорил на этом языке. Кто вы такие? Кто вы такие? Вы в России, мне говорят украинцы. В Украине говорят, там какой-то ты не на украинском разговариваешь. На английском разговариваю, говорят, да ты на английском ничего толком не говоришь.